Всем привет! В этом небольшом видео я попробую показать, как у нас работает поезд. Первым делом возьмем саму железную дорогу. Выставим железную дорогу. Железная дорога — это сплайн обычный. Мы вытягиваем сплайн. Вытягиваем. Все еще вытягиваем. И вытягиваем. И вытянули. Теперь нам нужно поставить сам меш, чтобы это было больше похоже на железную дорогу. Ставим меш. И вот это уже железная дорога. Теперь нам нужно поставить поезд. Берем локомотив. Выставляем на локацию. Мы можем добавить вагоны, убавить вагоны, убрать полностью вагоны. Также есть небольшое количество настроек здесь. Все описывать не буду, только самые необходимые. Ставим поезд. Он сам привязывается к сплайну, к железной дороге. Добавляем вагоны. Можем его снова убрать, снова поставить, снова убрать и снова поставить. Чтобы он поехал, нужно выставить ему в начале скорость. Это можно сделать либо из кода, где угодно, либо на Begin Play. То есть мы на Begin Play выставляем скорость, допустим, вот такую. И он уже поедет. Только нужно его включить вот этой настройкой. И вот он едет. Добавим вагонов. Также мы можем вагоны менять. Возможность есть, но в целом пока что использовать нет необходимости. Пока что место вагонов в заглушке. Вот оно выглядит как-то так. И вот оно едет. Вернем вагоны для красоты. Теперь мы можем поставить место остановки. Ставим место остановки. Вот он поставился. И посмотрим, как оно работает. Придется немного подождать. И вот он остановился. Можем зайти в него. Сиденьев пока нет. Вот он закрылся. Двери тоже нет. Это норма. И вот он уехал. Также у остановки есть некоторые настройки. С какой стороны он должен потом открыть двери. Имя остановки, если нужно. Сколько времени он должен стоять на остановке. Работает ли эта остановка. И добавленная информация. Также есть Station List. То есть он будет останавливаться только у тех остановок, которые прописаны в этом списке. То есть мы тут можем что угодно написать. И он остановится только у остановки, которая имеет такое же имя. Теперь перейдем, например, что у нас осталось. Например, знаки. Выставим знаки. Желательно побольше, так красивее.
Ну, допустим, как-то так. У знаков есть тоже всякие настройки, но я их тоже сейчас перечислять не буду. Потом можно уже в комментариях, либо в чате можете спросить, я могу рассказать, что делает, потому что не все настройки работают. Например, есть среднее время выключения, то есть приблизительно через такое время он выключится после того, как проедет поезд. Но это достаточно неточно, потому что я его написал максимально упрощенно, чтобы оно работало максимально просто и не занимало ресурсов. Посмотрим, как оно работает. Едет поезд. Смотрим на знаки. Ну, как-то вот так они работают. И напоследок покажу, как работает камера Shake. То есть возьмем локомотив и отобразим дебаг информацию. Запустим, и вот мы видим линии. И вот эта линия показывает ближайшую точку поезда к игроку. И чем ближе эта точка, и чем быстрее движется этот поезд, тем сильнее будет трястись камера. И также на эту информацию завязан звук поезда. Чем ближе, как далеко он, центр поезда и так далее. Всякие разные параметры, которые потребуются для вывода звука. И в целом, на этом, наверное, все. Можете посмотреть настройки, можете придумать какие-нибудь вопросы и задать их уже в комментариях, либо в чате. И там уже более подробно могу что-нибудь рассказать. Весь функционал был написан, если что, на C++. Ну, в общем-то, как-то так.